Я захожу сегодня в ВК, и мне выпрыгивает вот это воспоминание. В 2020 году началась моя акварельная история. До этого я не рисовала акварелью, я пробовала рисовать карандашом, у меня что-то выходило даже, но я еще была в начале своего творческого пути. И сегодня в связи с этим воспоминанием мне захотелось поделиться в этом видео своими первыми работами. Может, это кого-то замотивирует, вдохновит и покажет, что любой путь начинается с маленьких шагов. В том периоде для меня было самым важным это выражение моих чувств и эмоций. Я не знала, как смешивать цвета, я не знала, что такое акварель и как с ней работать. Просто у меня возникло непреодолимое желание, мне надо взять краски и порисовать. Все, я пошла в магазин, купила самые недорогие, не детскую, конечно, акварель, это, по-моему, была гамма в таких кюветах. Это самая обычная непрофессиональная акварель. Естественно, в бумаге я тоже не разбиралась, не знала, какую надо покупать. Взяла тоже самую дешевую, и началось мое творчество. Две вот эти первые работы, они написаны в 2020 году, в один день и во второй. Я вообще не понимала, я не знала, как получить цвет кожи. Я помню, что я очень долго пыталась что-то смешать, не понимала, как это сделать, и у меня даже мысли тогда не возникло открыть YouTube и посмотреть. Это потом только до меня дошло. То есть после вот этих двух работ, когда самая основная задача была выполнена, то есть я выплеснула свои эмоции, что-то выразила, мне захотелось уже углубиться и понять, как вообще работать с акварелью, как рисовать портреты, ну и так далее. То есть углубиться в эту творческую среду, так скажем. Я начала смотреть разные видео на YouTube. Вот этот портрет девушки нарисованный, это тоже по какому-то просто пошаговому уроку. Вот эти две работы, кстати, до сих пор очень теплые тоже воспоминания меня вызывают. Мне очень нравится, как получились эти пейзажи у меня морские. Потом я даже участвовала в марафонах, то есть поднимала свой скилл, вот рисовала мебель. Мне очень нравится это кресло синее до сих пор. Ну и эти тоже, в принципе, для новичка на тот момент хорошо даже вышли. Вообще в тот период я рисовала все, что можно. И мебель, и пейзажи, и портреты, и стекло пробовала, всякие детали, листочки, животных. Здесь просто неполная часть моих работ собрана, естественно. Я помню, как вдохновлялась другими художниками. То есть я смотрела на их акварели и думала, как у них так все получается, как они так могут рисовать. Этот портрет я даже рисовала без карандашного наброска. Мне было интересно попробовать, смогу ли я нарисовать просто акварелью по фото. Смотрю и рисую. Вот у меня даже космические попуги тут вышли. Тоже очень люблю их. Но у меня была цель научиться рисовать портреты, потому что вот сидело у меня это в голове. Мне надо рисовать портреты, передавать как-то свои эмоции через вот эту тему. Если меня что-то начинает интересовать, то я углубляюсь прям вот досконально. Я поняла, что мне нужно пройти какой-то курс, чтобы понять базу, чтобы понять основы, как строить лицо, портрет, рисовать правильно, как смешивать тона. В общем, чтобы это все было правильно, гармонично, и я могла передавать то, что я хочу. Поэтому я пошла на мини-курс. Нас попросили нарисовать, кстати, вот рисунок до и потом после обучения, чтобы сравнить. Результат, конечно, колоссальный, можете это наблюдать. Тут я уже использовала хорошую качественную бумагу, это стопроцентный хлопок Фабриано, уже у меня появились профессиональные краски, и уже можно сравнить разницу с первыми работами.
То есть от качества ваших материалов, конечно же, зависит качество ваших работ. Вы можете сравнить: первый портрет нарисован самыми дешевыми материалами, так скажем, а второй уже профессиональными. И, естественно, это чувствуется. В одном из видео я рассказывала о том, что после вот этого моего портрета, это автопортрет, я вышла замуж. Он оказался вангующим, это правда, хотя вообще это событие не планировалось, но через пару месяцев, да, мы поженились. Вообще интересно, конечно, вот так доставать иногда свои старые работы, пересматривать, вспоминать, с каким периодом они связаны. Это уже 2022 год. Я участвовала в марафоне, но уже как художник, как спикер. Мы проводили с девочками, у нас была тема «Венецианский карнавал». Вот такая прекрасная дама получилась. Я познакомилась с девушкой на набережной в Сочи, которая играла на гитаре. Я не смогла пройти мимо, познакомилась с ней. Мы с ней пообщались, и я предложила ей нарисовать портрет. Это один из любимых моих портретов, она вышла просто прекрасно. У меня, кстати, за все это время есть только, наверное, 2 недорисованных портрета. Обычно я вот если начала, то я заканчиваю, хотя я слышала, что некоторые рисующие люди, художники, бывает, что не дорабатывают свои работы. Ну вот это одна из них. Она мне, кстати, не очень нравится, поэтому я ее и не дорабатывала. Она как-то вышла у меня не очень удачно. Мне не нравилась заливка, мне не нравились тени, поэтому я ее оставила. Потом у меня появилась склейка бумаги Фабриано нестандартного размера. Она не А4 и не А3, поэтому она у меня никуда не помещалась, и я их храню отдельно. В этой склейке было 20 листов, и она прожила у меня 2 года. Как так получилось? Я стала реже рисовать, либо рисовала на тоже бумаге Фабриано, но другого размера. Я покупала вот такого формата, ну не такого, это я еще вырезала. Были большие такие огромные листы Фабриано, хлопок, а в этой склейке там хлопок 25%. Вот, поэтому я ее откладывала, такая, думаю, потом как-нибудь. Вот она у меня и прожила. И в этом году я ее практически закончила, там осталось пару листочков. Вообще я не знаю, кто будет смотреть мои видео, люди, которые связаны с творчеством, либо нет, и будете ли вы смотреть до этого момента. Поэтому, может быть, я слишком много говорю про бумагу, материалы и так далее. Вы, пожалуйста, меня поймите, я пока пытаюсь найти какой-то коннект со своими зрителями и понять, кто меня будет смотреть. А сделать это без вашей обратной связи вообще невозможно, потому что я сижу иногда и гадаю. То есть у меня есть очень много мыслей, очень много идей, но я также понимаю, что люди подписываются на определенный контент. Кто-то смотрит шорты, кто-то смотрит длинные видео, но опять-таки на какую тематику, кто-то смотрит сказки, я читаю сказки на своем канале, кому-то интересны какие-то размышления, а мне непонятно, потому что у меня нет обратной связи, понимаете? Поэтому, если вы на меня подписаны, ребята, я буду очень благодарна за вашу обратную связь. Для меня это будет как сигнал, как какой-то маячок, в каком направлении мне двигаться в плане развития своего канала. Вообще я даже думала о том, что я дам этому каналу еще месяц, потому что я создала этот канал год назад, и была другая тематика. И так как я ее меняла, я узнала, что, оказывается, это тоже как-то влияет на алгоритмы YouTube, что тебя меньше показывают, канал не растет и так далее. Ну вот я провожу эксперимент. Я посмотрю еще месяц. Если мой канал будет стоять на месте, так скажем, никуда не двигаться, то я просто заведу другой. Если что-то не получается, то можно всегда начать заново, попробовать зайти с другой стороны. Это уже пошли работы за этот год. Я их показывала в предыдущих видео, поэтому не буду долго объяснять, что тут и к чему. Но в этом году у меня уже пошла совсем
иная тематика. Опять-таки, мои портреты стали намного глубже, символичнее. Я вкладываю в них очень много энергии. Они именно поэтому называются сакральные портреты. Можно проследить в этом видео весь мой путь от начала и до сегодняшнего дня. И если бы в 2020 году я увидела свои работы, честно, я бы охренела. Это без преувеличения. Я бы реально не поверила, что я могу вот так вот творить и создавать. Но что я хочу сказать? У меня была цель, я к ней шла, я пришла. Вот она я, вот она здесь. Только вы не думайте, что это я такая самоуверенная и счастливая сейчас сижу и говорю, что все легко и просто, просто там иди вперед. Да нет, конечно, я тоже прошла через синдром самозванца, душевные переживания, муки, обесценивание и так далее. Но надо действительно шаг за шагом двигаться вперед. Если это тебе откликается, если это тебе по душе, если вот ты прям душой, сердцем чувствуешь, что это твое, вот у тебя это изнутри идет, то надо шаг за шагом просто идти. В детстве я услышала фразу, которая стала девизом моей жизни. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам оно понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Добро пожаловать на мой канал. А тем, кто уже подписан, отдельная большая благодарность. До встречи в новых видео.